А теперь поговорим о предполагаемой дате родов. Довольно часто все, женщины слышали, что вот ПДР – это вот тот день, когда женщина должна родить. Но на самом деле предполагаемая дата родов, она исчисляется различными, так сказать, формулами. В прошлом ее исчисляли если к первому дню менструации, это при менструальном цикле 28 дней, например, добавить 7 дней и отнять 3 месяца. Но, как я сказала в одном из видео о сроке беременности, мы обычно говорим о беременности в 280 дней, но также существует очень много формул, и в том числе формулы у ультразвуковых аппаратов и различные формулы компьютерных программ, которые вычисляют срок беременности. К сожалению, большинство этих программ рассчитаны на 28 дней менструального цикла и не учитывая длину цикла. Поэтому чрезвычайно важно как раз предварительную дату родов определять по точному сроку, который мы определяем с помощью УЗИ. И вот как раз если мы делаем УЗИ на ранних сроках, то есть 8, 9, 10, 11 недель, мы можем получить самую достоверную дату родов. Но важно понять, что предварительная дата родов – это не вот тот день, когда срочно нужно вызывать роды, если они наступили, потому что приблизительно 8% женщин рожают и только в этот день. Все остальные рожают раньше или позже. Это все считается нормой, потому что доношенная беременность – это 37-42 недели, поэтому женщины могут рожать не обязательно в тот день, когда мы говорим о 40 неделях, то есть якобы 280 дней беременности. Это важно понимать. Таким образом, сделаем вывод, что предварительная дата родов, которая ставится, это не обязательная дата родов, поэтому на нее нужно обращать меньше всего внимания. Важно также понимать, что предварительная дата родов не меняется по ходу беременности, и мы не меняем срок беременности, если мы его поставили благодаря УЗИ на ранних сроках. Об этом я буду говорить в других видео. Итак, до встречи в эфире снова.